Изолента Лайф. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. В эфире Изолента Лайф. Наш гость – это заместитель руководителя аналитической службы АНО Диалог Тимофей Ви. Крупнейший на сегодняшний день в нашей стране специалист по фейкам. Ну и, конечно, поговорить мы хотим о провокации. Это не что иное, как провокация с точки зрения любого, в общем, наблюдателя. Это то, что произошло в Буче, и тот, собственно, шум, который вокруг этого был поднят. Тимофей, пожалуйста, вам слово. Да, доброе утро, друзья. Вот уже несколько дней, уже третий день пошел, как мы наблюдаем вот эту медиа-истерию вокруг произошедшего в Буче, вот того, что там тех кадров, которые сейчас публикуют украинские международные СМИ. Но здесь, как обычно, как это обычно обстоит с фейками, не стоит делать поспешных выводов. Это самое главное. И вот можем, в принципе, начать разбирать эту историю с самого начала по крупицам, что нам достоверно известно. Нам достоверно известно, что российская армия стояла там около месяца, наверное, чуть меньше, да, и 30 марта полностью... Тимофей, а можно я перебью? Можем начать с того, что стало вот достоянием общественности, просто, может быть, кто-то не в курсе. Да. Что увидел мир вдруг? А потом вот отмотаем назад. Да, мир увидел фотографии тел на улицах Бучи в самом разном состоянии. Большинство из этих тел с белыми повязками, да, это очень любопытная характерная черта, о которой не говорят в западных СМИ. Белые повязки – это отличительный знак российской армии, и известно, что в местах, в городах, там, в каких-то населенных пунктах, которые освобождала российская армия, местные жители также надевали белые повязки, как знак того, что они не представляют угрозы для себя, для российской армии, не представляют никакой опасности, не вооружены, и как бы по ним не надо стрелять. Вот. И мы видим на фотографиях, публикуемых из Бучи, большое количество вот этих вот самых тел с белыми повязками. То есть это уже невероятно подозрительно. Сложно себе представить ситуацию, в которой российские войска, да, там месяц ничего не делали, никого не убивали, не расстреливали, и вот почему-то в последний день, понимая прекрасно, что не удастся убрать все эти следы и прочее, решили расстрелять население целого города, несколько сотен человек, понимая, что на следующий день об этом увидит весь мир. Никакой абсолютной логики в этом нет, тем не менее, публикуются фото, публикуются видео, и нам действительно необходимо понять, что происходило в эти дни и как развивалась хронология этих событий, чтобы понять, кто, собственно, виноват в том количестве тел, которые мы видим на этих изображениях, на этих фотографиях. Это очень любопытная история, и давайте разбирать, как я уже говорил, действительно, 30 марта российские военные полностью покинули Бучу. И 31 марта мэр города Бучи записывает очень радостное, очень такое хвалебное, если хотите, видео, где он говорит, что российские войска полностью ушли, и он на этом видео весь такой счастливый, спокойный, и никаких, в общем, признаков тревоги не проявляет. Более того, он не говорит вообще ни слова про вот эти десятки и сотни трупов, которые там как бы на улицах должны, по идее, уже к этому моменту лежать. Было бы странно, если бы российские войска каким-то образом смогли осуществить так подобное насилие уже после своего ухода. Поэтому это самое первое подозрение, которое у нас как бы появляется в этой истории. Затем мы знаем совершенно точно, что 1 апреля в город Буча зашел Азов, запрещенный на территории Российской Федерации экстремистский вот этот вот неонацистский полк, который известен очень хорошо своими, ну, давайте называть вещи своими именами, абсолютно какими-то кровожадными, бессмысленными, антигуманными военными преступлениями. И затем, и тому есть несколько свидетельств, самых разных, неоднократно упоминал, что этот самый полк и вместе с военнослужащими вооруженных сил Украины, вместе с отрядами территориальной обороны начинает так называемую зачистку города от чуждых им очевидно элементов. То есть, видимо, от тех, кто в то время, пока российские войска находились в городе, проявлял к ним какую-то там симпатию, сотрудничество и как бы лояльно к ним относился, помогал там с чем-то. В общем, ко всем, кто с белыми повязками, если утрировать. И это подтверждается в том числе тем, что на некоторых видеозаписях, в частности на видео, которое выложил один из лидеров небольшой там вот этой вот банды неонацистов,
мы прям слышим разговоры вот этих вот людей, которые, один из которых спрашивает другого, там какие-то ребята без синих повязок, можно ли по ним стрелять? И получает утвердительный ответ. И это нам, в принципе, дает понимание того, что там происходило. Там происходило, после того, как ушла оттуда российская армия 30 марта, там происходила зачистка. И нам это, опять же, позволяет понять цитата, по-моему, это советник или как-то секретарь, по-моему, секретарь то ли какой-то думы местной, то ли какого-то, в общем-то, какого-то вот органа исполнительной власти, я сейчас не могу точно уточнить его должность, но это не суть. Он говорит о том, что российская армия покинула город, но осталось большое количество диверсионных групп и военнослужащих российской армии, которые переоделись в гражданскую одежду. То есть это то, что у них было в головах, у тех людей, кто заходил в этот город. Они считали, что действительно российские солдаты переоделись в гражданское и ходят туда-сюда по Буче, и очевидно, держа в голове это утверждение, да, и это понимание ситуации, они по большому счету просто устроили сафари на мирных людей и отстреливали всех подряд. В этом у меня лично нет никаких сомнений. Опять же, мы видим большое количество тел с белыми повязками, которые являются характерным признаком, ну, если хотите, содействия или содействия вооруженным силам Российской Федерации. И мы видим большое количество людей, которые, очевидно, пострадали от, в том числе, артиллерийских обстрелов. То есть вот на том самом видео, которое все абсолютно разбирают там уже второй день, что там рука не двигается, непонятно. Кроме того, что там есть эта история с рукой, там есть очень важное для нас свидетельство, что вся дорога, где лежат эти тела, она буквально усыпана воронками от взрывов. То есть Буча обстреливалась украинской артиллерией. Это, если хотите, медицинский факт. Более того, мы видим интервью женщины, которая была в отряде территориальной обороны в Буче, и она сама говорит о том, что, слушайте, да, мы обстреливали Бучу, и если бы мы обстреливали сильнее, то от города бы вообще ничего не осталось. Очевидно, что большое количество мирных жителей, погибших и чьи тела мы сейчас видим, чьи тела нам сейчас показывают, погибли в том числе от артиллерийских обстрелов. При этом она сама говорит о том, что она не видела, чтобы кого-то прямо расстреливали на улицах и устраивали какие-то казни. Она сама говорит о том, что много людей погибло от хаотичного огня. Мы прекрасно понимаем, что это реалии боевых действий, и мы до сих пор не можем, и никто никогда совершенно точно не установит, от чьей пули какой конкретно труп погиб. И я уверен, что украинская сторона не просто не будет разбираться и пытаться как-то действительно узнать, что же там на самом деле случилось, она будет всячески скрывать и всячески продолжать конструировать вот эту легенду, вот этот миф о том, что это тягчайшее, невероятное и абсолютно бессмысленное преступление российской армии. Но я бы еще обратил внимание, здесь важно, на реакцию западных средств массовой информации. Обычное явление, но тем не менее об этом надо сказать, конечно. Вот прямо сейчас смотрю на Guardian, там, конечно, по полной программе цитируется Зеленский о том, что Россия теперь вся ассоциируется с резней в Буче, причем я не знаю, случайно или специально обыгрывается слово butcher, то есть это мясник. Такое ощущение, что, наверное, случайно совпало, но что населенный пункт как будто специально выбирали. Все без исключения таблоиды британские вышли с первыми полосами на эту тему. Россию обвиняют в геноциде уже по полной программе. Все президенты, уже выступили. Макрон, этот самый Шольц. В США Блинкен что-то сказал. То есть никто не требует расследования. Приговор вынесен, все понятно, доказывать ничего не надо. Еще скажу, что Россия сделала очень грамотный ход, на мой взгляд, очень правильный ход. Собирает сегодня заседание Совбеза ООН по этой теме. Для того, чтобы как раз поговорить о тех нестыковках и о тех фактах, о которых Тимофей только что нам рассказал. Напомню, ключевое это то, что российские войска покинули этот город 30 числа, 31-го мэр записывал видео с улиц города, говоря, что вот мы тут, все у нас нормально, русские ушли и так далее.
Я еще добавлю, что, может быть, я пропустил, Тимофей, что, но мы поговорим об этом, еще будет у нас Кирилл Вышинский, который этой темой плотно занимался и, собственно, знает ситуацию, что 31 числа украинские средства массовой информации сообщили, я сейчас даже брошу это в наш чатик, скриншот, сообщили о том, что в Бучу вошли подразделения полиции и проводят зачистку города. 31 числа это было... 2 числа они зашли, не 31, 2 числа. И проводят зачистку от территории диверсантов и так далее. Есть фотографии, где, значит, идут по улице эти специалисты по зачисткам. Это от национальной полиции. И проверяют, собственно, на наличие представителей вот диверсионных групп и так далее. То есть это официальная информация, которая была распространена украинской национальной полицией с фотоподтверждением от 2 числа. Вот, опять же, никаких трупов, ничего там не было. Ну и к тому же... Вот, Петр, вот твое мнение. Да. Восстановить общественное мнение можно будет с помощью каких-то инструментов, там ООН, того же, еще чего-то, или все-таки это будет нереально? Потому что это же, это прям плохо. Вот то, что сейчас происходит, это плохо. Это для нас. Ну, это информационная, на мой взгляд, это информационная операция. Вот, операция довольно топорная, надо сказать. Вот, я не берусь утверждать, как там оно все было на самом деле. Может быть, привезли тела людей, может быть, еще как-то. Может быть, действительно, это результаты зачистки, может быть, все вместе. Вот. Топорно она в том, что они не зачистили вот эту вот всю предыдущую информацию, эти видео с мэром и так далее, которые просто доказывают, ну как ты мэр города, ты стоишь посредине города, говоришь, все нормально, а потом через 2 дня обнаруживается большое количество тел, прямо лежащих прямо на дороге. Вот. Петр, там прям тут же, скриншот ходит из какого-то из чатов, где очевидно кто-то вот со стороны Украины пишет, что срочно удаляйте видео номер 4 из Бучи. Ну, это, очевидно, медиакоманда, медиамашина с украинской стороны, которая говорит, что действительно они спохватились поздно, что-то утекло, но, видимо, очевидно, то самое видео, где говорят, что можно ли стрелять по людям без повязок. Да, наверное. Ну, на мой взгляд, да, это, в общем, информационная операция. Кто уж автор, тут сказать сложно. Вот, но мы видим, как обычно, мы видим, вот, я не вникал, вот как, в отличие от Тимофея, вот во всю механику этого, но то, что мы видим сами своими глазами, это реакцию так называемого вот этого международного сообщества. То есть фактически сразу же включается вся пропагандистская машина. Это то же самое, что было с Роддомом. Один в один. Никто не разбирается, кто попал, что взорвали, где там жертвы. До сих пор бродит в США, там, да, вот где-то история про 60 детей, убитых русскими при бомбардировке Роддома. Там вообще ни одной жертвы не предъявили, насколько я помню, вот кроме беременной девушки, фотографии и все. Да, там появилась... Уже девушка Марианна. все сдала. Да. Она рассказала, что, в общем-то, это очень странная история, что никто не бомбил, что у них еду отбирали, что там действительно были военнослужащие в этом здании, что авиаудара никакого не было, что, скорее всего, взорвали сами какую-то бомбу. И что самое интересное, она сейчас находится, в общем, на территории, которая контролируется ДНР в итоге. После всех этих событий, и, очевидно, спокойно себя чувствует. Она спокойно себя чувствует. Я бы все-таки тоже к интервью, находящихся уже на другой стороне, тоже относился бы скептически. Не потому, что это неправда, а просто вот в поисках истины всегда хочется докопаться, всегда хочется разобраться. Покажите убитых, покажите доказательства, проведите независимое расследование, вызовите экспертов и так далее. Ничего этого не сделано сейчас. Ничего. При этом, значит, включается моментально крик по полной программе, значит, преступления. Ну, понятно. Готовится общественное мнение, вернее, формируется. Цель одна, вернее, целей может быть несколько. Я уж не знаю, насколько там цель сорвать переговоры или еще раз убедить западный мир в том, что нужно поставлять, значит, дополнительное вооружение, затягивать конфликт. Отвечая на твой вопрос, в западном обществе нет, это так и останется. Я думаю, что, скорее всего, если сейчас в Совбезе ООН Россия предъявит убедительные факты того, что это сделано руками, значит, украинских нацистов, то тогда это немножко утечет как бы в песок, поорут 2 дня и забудут. Но
А если этого не будет сделано внятно, то это будет дальше качаться. А так все, это уже свершившийся факт, уже большие заголовки везде, геноцид, и все это есть. Поэтому бороться с этим довольно сложно. Я считаю, что единственное, что мы должны и обязаны делать как граждане России, это попытаться самим вникнуть и разобраться. Нужно независимое расследование, естественно. Вот, значит, кто, что, кто эти люди, откуда они там оказались, откуда у них на руках белые повязки, кстати, да, почему вот эти все вопросы возникают по поводу разницы 30 марта уход наших вооруженных сил оттуда, и только 3 марта, значит, это все появляется, ну и так далее. И самый главный вопрос, вот самый главный вопрос, он банальный, но он всегда работает. Ищите, кому это выгодно. Ищите, кому это выгодно, и станет тогда гораздо все понятнее, потому что выгодно это, очевидно, понятно какой стороне. Российской стороне вот это вообще не надо. Если так рассуждать, то тогда, наверное, российская армия только должна заниматься что расстрелами мирных жителей на всех территориях, которые были когда-то ими заняты. Но почему здесь-то вдруг? Ну, для западного обывателя это очень легко объясняется, потому что русские это не люди, потому что у них Путин, потому что им только вот дай автоматы, разреши кого-нибудь расстреливать. Вот они ради этого все и делают в жизни. Ну, еще там медведь, балалайка, водка, это свободное от расстрелов время. Вот, а им этого достаточно. Но нам-то недостаточно, мы-то знаем, как все происходит. Вот, прошу прощения, Тимофей, да, еще, может быть, какие-то есть дополнительные по этой теме факты или по другим темам? Что да, собственно, факты продолжают появляться каждый день, мы узнаем все больше и больше подробностей, и, в общем-то, буквально каждое интервью, которое дают на самом деле настоящие местные жители, оно лишний раз подтверждает, что были обстрелы города, что во время нахождения российских войск там не было никаких расстрелов и казней, но зато были, ну не то что бои, да, была зачистка после того, как все наши покинули полностью эту территорию. То есть там российских войск вообще не осталось. И мы видим, что вот эти вот отряды территориальной обороны охотились за так называемыми, в общем-то, диверсионными группами, которых там тоже, очевидно, не было, потому что какой смысл находиться на территории, что там взрывать диверсионно, если мы полностью оттуда выходим и передислоцируемся. Никакого смысла абсолютно в этом нет. И понятно, что это такая большая охота на лис, понятно, что это, кстати, не первый, далеко не первый случай, и, к сожалению, не последний, когда вот та самая территориальная оборона абсолютно свихнувшаяся, да, потому что просто непонятно кому раздали огромное количество оружия, и они просто палят по сторонам. И сколько было этих видео из Киева, из других городов, то самое видео с грузовиком, например, известное, когда расстреляли своих же, или другие видео, когда просто расстреливают людей на улицах, да, ничего у них, ну, как бы, не давая им даже ни повода не объясниться, ничего, под предлогом того, что это какие-то мифические российские диверсанты. А этим людям просто не повезло проходить мимо очередного какого-то сумасшедшего отряда территориальной обороны, где непонятно кто, какие-то бандиты и гопота, по большому счету, получил в руки оружие, власть, и теперь полностью этой властью наслаждается. Мы видим это как бы насилие, мы видим абсолютно какие-то запредельные уровни жестокости со стороны этих людей. И в первую очередь это жестокость не по отношению даже к солдатам российской армии. Это жестокость по отношению к своим, к местным гражданам Украины, которым просто не повезло проходить мимо. Ну, не первый, к сожалению, не последний случай. Вот возвращаясь к тем появившимся интервью вот с этой женщиной из роддома, это не единственное видео, которое там появилось. Там появилось еще видео с медсестрой из другого места, из больницы. Если помните, около, по-моему, недели, что ли, назад украинская пропаганда активно раскачивала ролик про маленькую погибшую девочку, маленькую раненую девочку, которую как бы привозят в больницу, и ее пытаются спасти. И, к сожалению, не удается ее спасти, она погибает. Это очень трогательные, цепляющие кадры, очень драматические, снятые, как водится, со всех сторон, со всех ракурсов. И мы тогда еще выразили очень большой скепсис по поводу происходящего, потому что на видео я там лично общался с профессиональными реаниматологами, и они мне сказали, что это не медицинские процедуры. Медики себя так не ведут. Происходящее, то, что показала Украина с этой маленькой девочкой, которую привезли в больницу, это шапито. Потому что не так ее реанимируют, не так ее возят, не так ее кладут. Там было куча моментов, там, начиная с того, как ее достают из машины скорой помощи. Даже вот люди далекие от этого знают, что в любой машине скорой помощи каталка автоматически раскладывается, если ее достать из машины. У нее там ножки так вниз выдвигаются.
Там на видео эту девочку берут и драматично, очень сильно бросают на какую-то привезенную каталку. Зачем, непонятно. Там со стороны медицинского сообщества огромное количество вопросов к этому видео возникло. И сейчас выясняется, что на самом деле девочка с самого начала была мертва, к сожалению. И все это прекрасно знали и понимали. И все это время они, снимая вот это видео, они знали, что она мертвая, они делали вид, что они ее спасают, реанимируют, кричали там что-то на камеру о том, какой Путин плохой, что же он наделал. Они все знали до последнего момента. И они участвовали вот в этой театральщине, вот в этой постановке, абсолютно осознавая, что они делают. Вот настолько это вот пробитие днища, и я, к сожалению, вынужден, наверное, признать, что наверное, это не последнее, ужасное, что мы увидим, что впереди нас ждет еще немало, к сожалению, не менее каких-то невероятных сюжетов. Поэтому уже, наверное, надо перестать удивляться вот этим выкрутасам, которые продюсерская команда «Квартал 95» каждый день делает. Вот. Ну и, конечно, там каждый день мы видим огромное количество других фейков, которые можно разоблачать как орешки. Да, Петр? Ну, невозможно не удивляться, не то, что не удивляться, шокирует же людей. И все же мы живые, нормальные люди, и когда мы видим такую информацию, она рассылается, она публикуется, тиражируется. Мне вот многие присылают, какие-то тексты, которые им приходят, например, и спрашивают, неужели это правда? Приходится объяснять и так далее. И я думаю, что вы абсолютно правы с той точки зрения, что, конечно, не перестать удивляться нам надо, наверное, а просто научиться критически оценивать ситуацию. Если мы увидели что-то такое, что реально нацелено на наши эмоции, что бьет именно по нашим эмоциям, бездоказательно, да, там какие-нибудь заголовки, страшные фото, страшные видео, эмоциональные вещи. Надо понимать, что это часть информационной войны, которая направлена на то, чтобы именно зацепить наши эмоции. И именно это делают средства массовой информации некоторые, не проверяя факты, да, не дожидаясь расследования, не дожидаясь разбирательства того, настоящее это, поддельное, кто это сделал и почему. Сразу делаются выводы, сразу поток обвинений, сразу эмоции и вот это все. Как только вы чувствуете эмоции, я не знаю, мой рецепт был бы такой. Надо постараться взять паузу какую-то внутреннюю, немного подумать об этом, задать вопрос, кому это выгодно обязательно, а дальше уже немного ждать и смотреть, когда будет разбирательство, потому что однозначно во всех этих страшных случаях поступит дополнительная информация, которая, либо подтвердит, а чаще просто перевернет ваше представление о том, что на самом деле было. Тут стоит добавить, что у нас некоторые, уже не совсем у нас, но тем не менее некоторые достаточно медийные средства массовой информации, они уже больше не СМИ, они не журналисты. Это в прямом смысле этого слова политические активисты, которые используют свою большую аудиторную площадку для того, чтобы доносить до нее свою политическую позицию. И они этой политической позиции окрашивают все материалы, которые они выпускают по поводу происходящего на Украине, да и не только. Мы примеры прекрасно знаем, это СМИ, которые сейчас уже объявлены иноагентами, там, по моему личному мнению, в самом начале своего пути они еще старались сохранять какую-то, я говорю даже не про события на Украине, а так только первые года их появления, они старались сохранять некую объективность. Сейчас мы видим, что все, маски сняты, никто ничего не скрывает, они вот просто начали откровенно топить в пользу своей какой-то идеологии, в пользу своей позиции и против России. Ничего удивительного здесь нет. И это не только западные СМИ. Вот напоследок хотелось бы провести просто невероятнейшую историю. Много говорили про запрещенный националистический батальон Азов. И вот Fox News, хотя казалось бы, да, все-таки Fox News, Трамп, вся эта история. Нет, пожалуйста. Зеленский дает интервью Fox News, и в этом интервью его спрашивают: слушайте, а что там вот с этими националистами? Азов там у вас какой-то не Азов? Что действительно там пытают, что там они совершают военные преступления. Его спрашивают, действительно это неонацисты, действительно они вот такие. И он им отвечает, что да, действительно, знаете, они такие, какие они есть. Вот. Они сейчас инкорпорированы в структуру вооруженных сил Украины, но они такие, как они есть. Это его прямой, вот я сейчас его процитировал. И что вы думаете происходит? Этот кусок про Азов вырезают из интервью. Его больше нет на сайте Fox News, его нет в видеоролике, осталась только, я так понимаю, запись с эфирной трансляции. Вот. Отличный пример того, что, в общем-то, в эти смутные времена очень многие СМИ
Вместо того, чтобы сохранять придерживаться каких-то канонов журналистики, они решили сделать из своего СМИ политическую площадку для продвижения своего политического мнения. Они стали политическими активистами, и надо четко понимать, что они обратно никогда уже после этого журналистами не станут. Все, точка невозврата для них пройдена. Так, да. Что-то на этом я, кстати, еще одну хотел добавить. Тут тоже видео довольно популярное. Это, когда мы видим какие-то страшные вещи или страшные сюжеты или ужасные слова, иногда очевидно, что это бред, но некоторые верят и в бред, потому что чем менее правдоподобна пропаганда, да, как кто там Геббельс сказал или кто-то, тем охотнее народ в нее верит. Мэр города Ирпень, да, вы же видели наверняка это видео, когда мэр города Ирпень рассказывает на камеру о том, что российские солдаты расстреливали женщин и девочек, а потом ездили по ним танком. Вот, в качестве, я не знаю, развлечения или что, зачем, и вот сейчас мы вам все покажем, но ничего не показывают, естественно. Так что такое тоже бывает, не знаю, верить тут ничему нельзя. Вот, это не к сожалению, а может быть, единственный нужный правильный подход. Спасибо, новости у нас на «Спутнике», да? Да, у нас новости. Тимофей, спасибо огромное, ждем. Да, да, свежих друзья, новостей. Спасибо большое. Да. И новых разоблачений. Спасибо.